Друзья, всем привет! Сегодня хотел с вами поговорить о том, стоит ли покупать взрослых кроликов. Что вас ждет при покупке такого кролика? Счастье или разочарование? Давайте разбираться. Погнали! Что такое взрослый кролик лично для меня? Это кролик не 5, 6, не 7 месяцев. Это кролик, которому год и больше. Ну а теперь более подробно мы разберем плюсы и минусы покупки данных кроликов. Из плюсов могу отметить это экономия времени. То есть покупая большого кролика, взрослого кролика, вы экономите время. То есть вам уже не надо покупать маленького кролика, растить его до нужного времени, пока он там станет половозрелым и начнет покрывать там самок, либо это будет самка, она будет кролица. То есть в этом вы экономите время. Купили взрослого кролика, если это самка, она уже будет приносить вам приплод, если это самец, то он будет покрывать самку. Еще одним плюсом можно назвать это экономия денег. Хотя на первый взгляд взрослый кролик, хочу отметить, что взрослый породистый кролик никогда дешево стоить не будет. Ну так вот, казалось бы, взрослый кролик, он стоит недешево. Но вы получаете, купив такого кролика, получаете, как я уже сказал ранее, готовый материал. То есть, если это самка, вы после карантина, кстати, карантин должен быть обязательно после любой покупки кролика. После карантина 2-3 недели вы запускаете, если это самка, запускаете ее к самцу, подпускаете, если это самец, пускаете его в работу. И буквально через месяц-другой вы получаете приплод от самки, соответственно, вы его вырастите и начнете продавать. Тем самым вы оправдываете уже покупку самца, ну, самца или самку, у кого вы там приобретаете взрослую особь. Поэтому здесь можно назвать экономия денег, в принципе, это плюс. Еще одним преимуществом покупки взрослого кролика можно, наверное, пожалуй, назвать то, что вы покупаете здорового кролика. То есть, когда вы покупаете маленького 2-3 месяца кролика, он там месяц-другой растет, возможно, у него что-то всплывет, какой-то скрытый дефект. А здесь вы, в принципе, видите, что достойная особь, абсолютно здоровый, красивый, ну и готов, соответственно, вас радовать. Вот эта самка, черный отор, ей уже год и 4 месяца, год или 5, я вот точно не помню, надо посмотреть в журнале. Самка зарекомендовала себя с хорошей стороны, принесла 10 крольчат, всех выкормила. Вот, можете посмотреть, самка в идеальном состоянии, все у нее хорошо, готовая самка, готовая приносить новому покупателю радость. Она уже забронирована, так что скоро поедет к новым хозяевам. И также есть люди добросовестные, хочу сказать, кролиководы, которые продают в таком возрасте, у которых можно купить, не потому что они от них избавляются, а потому что где-то засиделся самец. У нас тоже, кстати, самец один засиделся, около года сидел, ну блин, ну никто его не брал. Самец был вообще идеальный. Мы с супругой думали, что он вообще уйдет первый, но он почему-то продался последний, хотя по всем показателям он был очень идеальный. Но вот досидел до года, и в итоге его взяли. Вот. Некоторые кролиководы продают взрослых особей по той простой причине, что либо меняют породу, да, что поддержали одну породу, посмотрели, прикинули, ну что-то вроде им не понравилось. Давай заведем другую. Кролики уже выросли, возраст у них достаточно такой большой, да, куда-то их надо девать, поэтому они их продают. Также некоторые кролиководы продают взрослых кроликов, потому что меняют кровь. Либо поддержали породу, не будем мы кроликов держать, ну как бы отказываются в принципе от кроликов, поэтому продают. У таких кролиководов в принципе можно покупать кроликов, но существуют и другие кролиководы, которые обманывают покупателей, ну и это мы отнесем с вами к минусам. Такие кролиководы продают по таким причинам: самка больная, либо самец больной. Самка зажирела, она не может принести приплода, либо самка приносит приплод, но постоянно с ним что-то случается. Либо она его съедает, либо она его затаптывает, либо еще что-нибудь. Либо у взрослой особи какие-то дефекты, которые продавец увидел, залечил и решил продать другому покупателю, который, например, не понимает в кроликах ничего, он ему привез. Тот посмотрел, вроде здоровый, а потом привозит домой, ну и начинает вылазить различные... Что-то она линяет.
Ну и начинают вылазить различные дефекты. Также недобросовестные продавцы продают нерабочих самцов, взрослых. Что это значит? Когда маленьких кроликов держат очень долго, до 3-4 месяцев, особенно самцов вместе, они начинают драться, они могут повредить себе органы, которые впоследствии им понадобятся для того, чтобы оплодотворять самку. Когда кролик вырастает, там уже практически ничего не видно, и вы в этом ничего не понимая, просто покупаете кролика, а покупаете кролика-то пустого, самку оплодотворить он не может, и этот кролик просто не рабочий. Поэтому, друзья, если вы думаете о том, чтобы приобрести взрослого кролика, уже готового, который будет вам приносить радость, приплод, то лучше покупайте у проверенных продавцов, либо у продавцов, у которых очень хорошие отзывы, которые не захотят портить себе репутацию из одного кролика, подсовывая вам нерабочего самца или нерабочую самку. В любом случае хочу сказать, выбор всегда остается за каждым, выбирать только вам, покупать готового взрослого кролика, либо покупать маленького и растить его. Я вам рассказал о плюсах и минусах и недостатках покупки взрослого кролика. Ну, как я уже сказал, выбор остается за вами. Выбирайте кроликов правильно, и все будет круто. Пока-пока.